Всем привет, дорогие друзья! Тысячи игроков Lineage 2 на протяжении многих лет мечтали о том, чтобы снова пройти весь путь игры, начиная с самых первых хроник. Мечта всех этих игроков сбудется 1 октября на проекте Ilmor Lab, который будет постепенно обновляться и дойдет за пару лет до C5, а потом, возможно, и дальше. Но сразу же встает вопрос, а кем же стоит начинать в обновлении C1? Об этом мы сегодня и поговорим. Напоминаю, что играть в Lineage 2 лучше на официальных серверах, где установлены самые актуальные обновления. Сделать это можно по ссылке в описании. Ну а это видео сделано для тех, кто хочет узнать, какие классы были наиболее актуальны в условиях обновления C1 и насколько там отличались их умения и геймплей. Но сначала приглашаю подписаться на мой телеграм, где можно найти игровые новости, ролики по лору, механикам и истории Lineage 2, а также переводы статей корейских бета-тестеров L2 2002 года. Также это позволит нам не потеряться в случае блокировок и страйков. Ссылка в описании. Сначала пара слов о балансе C1 в целом. От других хроник обновление отличается тем, что тут нет татуировок, нет эса и нет бонусов от Б-сетов. К тому же нет банки Акумана в магазине, что не позволит магическим классам разогнать скорость каста и заставит даже на хай-левеле бегать в Кармиане. А еще в C1 нет полоски ЦП, что делает количество ХП более важным параметром, чем мы привыкли. В условиях одного окна все часто будут качаться на селфах и без заливки. Также в игре еще нет бафа вампирик, и вообще у классов нет половины привычных скиллов. Скиллы воинов учатся до 58-го, а магов до 56-го. За прохождение дебафов тут отвечает не параметр вид, а разные параметры для разных дебафов. Например, против ядов влияет параметр кон, против психических дебафов int и так далее. Исходя из всего этого, по словам мастера Томы и многих игроков, на основе информации от которых и сделано данное видео, доминация магов в данном обновлении будет не настолько сильной, как в том же C4, что значительно меняет геймплей и делает актуальными многие другие классы. Если вы не топ-игрок с большим онлайном и четкими целями, при выборе класса обращайте внимание не на то, какими качествами будет обладать персонаж на капе и под фулбафом, а то, как он будет к этому капу идти. А теперь по всем классам по порядку. Начнем с танков. Поскольку все воины не могут вампириться от мобов, а также часто будут качаться на селфах из-за ограничений в одно окно и отсутствия бафов КХ, танки на фоне остальных будут хорошо чувствовать себя в ПВЕ и соло ПВП. Однако в пати они будут мало востребованы, поскольку большую часть функций смогут на себя принять барды. Отличие танков в C1 в том, что Агр тут не работает в ПВП. Но что более важно, у всех танков на C1 еще нет умения Final Fortress, повышающий физзащиту при низком ХП. Зато на C1 хорошо работает щит в лицо. Под блеск щитом от 56 ЕЕ и ПП шанс удара стрелы в щит в лицо 100%. Жаль только, что у ЕЕ нет умения усиленная блокировка на силу блока. По словам Хелли Шиза, механика такая, что ваншотов в щит нет, даже если стрелять с бопов в D-грейд робу, если щит хотя бы мид-C грейда. Для всех танков на каче проклятая дага плюс щит лучший вариант вплоть до капа, так как блиц нее на C1 проходит даже на 60-х мобов с примерно каждого 3-4 крита и даже в мобов с резистом к блиду. А теперь что касается каждого танка. Dark Avenger – это один из лучших ПВЕ классов, сможет хорошо держать урон благодаря высокому кону и умению Majesty на физзащиту и Iron Will на маг-защиту, доступные человеческим танкам. Вообще все классовые селфы будут тут более заметны. В условиях отсутствия вампирика и недостатка адены на банке, новыми красками заиграет умение отделения жизни, которое позволяет подпитываться от трупа. Еще одним интересным скиллом именно в реалиях C1 является трупная чума, которая позволяет качаться на париках в дуо с другим танком. Времени будет занимать немало, но де-факто кач нон-стоп даже на селфах, главное заковырять первого моба в паровозе. Также есть стан с шансом прохождения 80%, когда у остальных станов в игре шанс 50%. К
тому же шанс его сбить на C1 будет гораздо ниже, отчего будет выше вероятность постоянно держать противника в стане. Еще одно преимущество — это Пантера. Однако использовать ее может оказаться не всегда выгодно. Забирает она 30% опыта. За вызов тратятся D-кристаллы, а не C, как на более поздних обновлениях. Однако 13 D-кристаллов на вызов на 40-м левеле в реалиях X1 будет не так уж и мало. При этом кристаллы забираются сразу, и каждые 20 минут любого саммона нужно перепризывать. Также помните, что сосок на саммонов в C1 нет. В PvP против магов все саммоны полезны еще и тем, что на C1 они могут атаковать хозяина, а значит и снимать имбовый слип. В целом, Dark Avenger очень универсален, он не только вполне сносно чувствует себя в соло, но и является весьма полезным гостем в любой группе. Следующий танк — это Паладин. Он также имеет хорошую защиту и скиллы Majesty и Iron Will, что позволяет ему хорошо держать физ и, что важно, маг урон. При этом его наиболее сильной стороной является нежить. Имея активные умения Holy Strike и пассивные Holy Blade и Armor, вы становитесь машиной для убийства скелетов и призраков. Важно, что бонусы на святость не прибавляют урон против мобов, у которых нет уязвимости к ней. Тем не менее, в реалиях C1, где сложно собрать нормальный эквип и кач часто будет на селфах, подобные бонусы против конкретных мобов будут очень полезны. Также полезным будет скилл жертвоприношения. Этот навык исцеляет цель примерно на 900 хп, используя ваше здоровье вместо маны, что полезно, когда у хила закончится МП. В остальном же Паладин уступает как Dark Avenger, так и следующему танку в нашем обзоре. Рыцарь Шилен. На мой взгляд, это лучший танк для соло игры и один из лучших милишников вообще. Хотя ШК будет иметь меньше хп, чем представители людей, он имеет селфы на атаку и защиту, а значит сможет неплохо качаться в соло. Правда, стоит отметить, что физ защиты под селфами у него чуть меньше, чем у людей, а маг защита так вообще самая низкая из всех танков, что, конечно, аукнется в ПВП. Но зато выше физ атака. Тем не менее, под нормальным бафом и в пати различия в физатаке будут несущественны, а у людей Majesty не заменяется шилдом, а значит темные станут отставать по защите еще больше. Настоящим преимуществом ШК является Hex и Power Break, которые висят по 2 минуты. Поэтому вы сможете при желании хорошо качаться в соло и будете ценны в рандом пати. Также вы сможете выгнать соперника со спота, кидая ему кровотечение от стинга. Правда, стоит помнить, что станы на вас также будут проходить очень хорошо, а станы почти не сбиваются и висят по 9 секунд. На 58-м у вас появится молния с высоким рейндж уроном и шансовым параличом на 2 минуты. По воспоминаниям игроков, проходила молния очень хорошо, правда путь до нее займет столько же, сколько и на других хрониках до капа. Ну и наконец кубики, если конечно у вас будет адена на кристаллы, поскольку тратят они не спириторы как на ХФ, а D-кристаллы. Первый стоимостью 2 D-кри снижает физатаку, защиту и скорость атаки. Второй кубик бьет вампириком, однако делает он это нечасто и своих 6 D-кри на вызов, по-моему, не стоит. И третий очень полезный кубик на яд, а яды на C1 очень хорошо проходят и сильно дамажат, стоит 3 кристалла D-грейда на первом уровне. Так же как и ДА, ШК обладает умением трупная чума, что позволяет ему при желании качаться дуо на париках с другим ШК или тем же ДА на селф-бафе. Теперь о том, какие привычные скиллы у ШК вы не найдете в C1. Это Аегис с защитой щитом со всех сторон, Final Fortress, повышающий физ-защиту при низком хп, и Quartzsteinz, повышающий защиту и защиту щитом. Резюмируя, можно сказать, что ШК является хорошим танком для соло-игры, игры в физ-паке и очень сильным соперником в ПВП за счет пробивной способности дот-эффектов, минующих ПДФ. В ПВЕ полагается на стаканье дотов и кайт. Далее идет Temple Knight. Имеет ровно такую же защиту, как и ШК. Физ-атака без селфов является самой низкой, однако под аурой атаки становится выше, чем у человеческих танков, хотя до темного, конечно, не дотягивает. ТК не имеет Holy Blade, что сильно просаживает его ДПС по нежити на селфе относительно паладина.
Но зато это единственный в C1 танк, который имеет Guardstains, который, хотя и тратит много МП, но в нужный момент может значительно поднять физзащиту до недосягаемых для других танков значений. Кроме того, он имеет отличную защиту щитом и самую высокую маг-защиту среди танков, хотя она не сильно выше, чем у людей. Но что больше всего отличает этот класс, так это его кубики. Атакующий кубик за 5 декри, который наносит магический урон, и лечащий кубик за 6 декристаллов. Хилящий кубик, конечно, может помочь вам меньше садиться на реген, но логика его срабатывания оставляет желать лучшего, поэтому иногда можно получить хил, когда он и не требуется, а в другой момент, бегая с одним хп, так его и не дождаться. Конечно, все кубики повышают эффективность и комфорт прокачки, но насколько это будет выгодно на новом X1, сказать сложно. А вот что делает этот класс по-настоящему уникальным. Благодаря высокой базовой скорости и селфу на скорость является самым быстрым танком и лучшим для вождения париков. К тому же у него есть замедление, что будет полезно при игре в пати с Range DD. В нужный момент он также может подхилить себя, снять яд и кровотечение, которые в C1 висят по 2 минуты. В целом, Temple Knight, пожалуй, наименее универсальный танк, а характеризовать его можно как бочку с ХП, которая быстро бегает. Это позволит ему очень хорошо раскрыться при вождении париков, но вот в соло-игре он будет самым сложным из-за плохих атакующих способностей. Следующий архетип — это луки. В целом, лучники довольно комфортный класс на данных хрониках. Отсутствие СА и тату не так критично, как для других классов, а пока соски будут в дефиците у всех, использование луков будет даже более выгодным на фоне остальных. Лучники в клане стратегически важны так же, как и маги. В масс ПВП они будут гораздо менее манозависимы, чем маги, которые еще и будут вынуждены ходить на хай-левеле в Кармиане. Основное отличие от последующих хроник — это станшот, дистанция активации которого на C1 700. Станы на C1 редко сбиваются физударами, и если он ляжет, то можно сказать, враг будет 9 секунд полностью беспомощен. Для ПВЕ важно отметить, что использование сосок с луком будет часто невыгодным. В плюс Адена будет выходить только с появлением Сонга СВС и при наличии бафа Дезвайшпер. Также, выбирая лучника, не забывайте, что проседать по мане до нуля на каче в C1 вы будете примерно раз в 5-7 минут. Причем реген ХП и МП на C1 ниже в сравнении с C4. А еще стоит отметить, что бонусы от параметра STR на C1 слабее, и толку собирать тот же PL-сет нет. Из положительного, у многих привычных мобов в C1 отсутствует резист к луку, например, у всех зомби в игре, в Круме у Валидусов, Торфа и Кратеров. Также у очень многих мобов есть дроп в больших количествах стрел D, C и B грейда, поэтому проблем со стрелами вообще нет, их даже переизбыток. Теперь рассмотрим подробнее каждый класс лучников. Хавк. Сразу обратите внимание, что анимация бега с луком в C1 у него другая, поэтому если вам важна эстетика, это стоит иметь в виду, чтобы потом не плеваться. В остальном же Хавк является очень хорошим лучником. Его отличный потенциал обусловлен большим количеством пассивных умений, шанс и мощность критического урона, а также скорость физической атаки. Достойные показатели Кон делают его довольно сильной боевой единицей, ведь это не только ХП, но и высокий резист к стану и ядам. И пусть на старте качаться ему тяжелее, чем другим лучникам из-за низкой скорости бега и атаки, но уже после 36-го он получает достаточное количество бонусов, чтобы догнать, а зачастую и перегнать их в эффективности. Стоит отметить, что в C1 Берс не дает скорость бега, поэтому бегать все будут чуть медленнее, чем привыкли, и Хавку кайтить будет еще сложнее. Умение Даш, безусловно, будет полезным и делает Хавка топ-лучником в кратковременных стычках. Однако базовый откат Даша составляет 10 минут, а значит большую часть времени придется бегать со своей скоростью. На старте у будущего ТХ или Хавка будет некий буст в виде халявного предтопового лука по профе на 45 физатаки и нож на 19 атаки, которые уже юзают соски. На голом сервере это будет хорошим подспорьем на старте.
Также эти пухи можно взять на будущего Паладина, Дарк Эвенджера и Варриора, просто не нужно отменять квест на разбойника. Пушки берутся за 20 секунд и выдаются в самом начале квеста. В ПВЕ у людей есть две отличительные особенности. В частности, у Хавка и ТХ это стул на реген сидя из 5 уровня релакс, который дает к регену где-то 9-11 бонусного хп за тик. К слову, реген на первых-20 уровнях всего 3-6 хп сидя. Даже на 50+, реген без этих пассивок где-то 7-10 хп, а с релаксом уже 20 хп за тик, а со стулом и 25+. Также у Хавка за счет Хавк Ай на 6, 8 и 10 точности есть некоторые преимущества в ПВЕ перед магами. Они могут спокойно бить мобов на 10 уровней больше себя, и пока маги бьют себе Д-куски, лучники могут бить мобов с С-кусками. Естественно, это работает только в фулл пати с хорошим бафом и саппортом. Теперь об отличиях от других обновлений. В C1 вы не увидите у Хавка Vision Stains и Души Стрельца, которые появляются в C2. Ну и конечно снайпа, поскольку скиллы просто не учатся выше 58-го. Также бонусы от параметра сил в C1 существенно меньше, чем в поздних обновлениях. По итогу к плюсам Хавка можно отнести большой потенциал на хай-левеле и высокие показатели живучести. Из минусов не самый бодрый старт из-за низких показателей скорости бега и атаки на старте и более низкий потенциал в ПВЕ и ПВП на селфах. Silver Ranger. По мнению некоторых игроков, это будет самый топовый физ-класс в ПВП. Кстати, на его имбалансность в 2003-м жаловались даже корейские игроки. Очень приятный класс, особенно в начале, за счет высоких базовых показателей скорости бега, скорости атаки и точности. Может снимать с себя яд, кровотечение и в нужный момент похилиться. Так же, как и у Хавка, в C1 у Сырка вы не найдете Vision Stains и Души Стрельца. Сырок имеет хороший потенциал для ПВЕ в соло за счет селфов на физ-атаку, физ-защиту и расового спирит-барьера на маг-защиту и, конечно же, спринта на скорость бега. Также великолепное расовое замедление в зависимости от уровня, снижающее скорость цели на 15, 30 и даже на 50%. Все это делает Сырка топ-лучником для кайта и наиболее самодостаточным персонажем для игры на селфах. Из минусов более слабый критический урон по сравнению с другими луками, особенно это будет заметно на высоких уровнях. Phantom Ranger – самый специфический лучник среди всех. Это точно для самых больших фанатов класса. Крайне низкие значения кон и как следствие довольно низкие значения хп и, что самое главное, уязвимость к станам и некоторым дебафам делают его очень хрупким персонажем. Конечно же, у Фейра самый сильный критический урон в игре, однако разница это в рамках погрешности. Если сравнивать с Хавком, у которого те же пассивки и всего на 1 СТР меньше, то урон будет отличаться всего на пару процентов, а вот шанс крита ощутимо ниже. Vision Stains и Души Стрельца у Фейра в C1, как и у других, нет. Также многие вспомнят с классикой имбовое умение обратный отсчет, урон которого растет с уменьшением вашего хп, однако оно появится только на C3. К плюсам ФР можно отнести наличие Poison, Hex, Power Break и Freezing Strike, которые еще и можно наложить на нефлагнутого противника. Тем не менее, это скорее умение ближнего боя, которые лучникам будут использоваться очень ситуативно. Более полезным можно считать селфы на атаку и защиту, которые повышают потенциал на селф-бафе. В целом, если сравнивать трех лучников, то явного фаворита тут на мой взгляд нет, но есть один аутсайдер, и это Фейр. Разница при выборе Сырка или Хавка в плане физ-урона минимальна, поскольку из-за меньших бонусов на СТР в 36 и 40 сил разницы практически нет. Также за счет пассивки на атак спид на 36-м у Хавка общий атак спид выше, чем у Сырка, хотя у Сырка базовый декс на 5 больше. Тем не менее, по скиллам и стилистике Хавк и Сырок имеют каждый свои преимущества, и оба найдут толпы своих фанатов. Следующий архетип — это даггерщики. Данные классы довольно сильно ощущают нехватку ЭСА и тату, а также, как и все мили-классы, страдают от отсутствия вампирика. Экономическая составляющая тоже хромает, сундуков в C1 еще не завезли. Также никаких халф хп уронов и леталов в C1 нет.
Если сравнивать ножей с луками, то по словам Хели Шиза, по одной цели с Аката Хавк наносит 2000 критом, а обилки ножей бьют где-то 900 бэком и 650 блоу. Может сложиться впечатление, что данные классы совсем бесполезны, но даже так даггерщики довольно интересный класс. Не забываем, что топовый сет у магов и хилов будет Кармиан, что дает возможность данным классам убивать тряпок в 1-2 скилла, если, конечно, до них добежать. Как минимум все ножи в далеком будущем будут иметь очень важную роль, благодаря Silent Move вытаскивать нужных мобов в лоа с помощью скилла искушения. Также важно сказать, что шанс обилок у ножей в C1 и C2 напрямую зависит от шанса физгрита. Базовый шанс обилки 20%, дальше каждые 10 единиц крита дают 1% шанса, кап прохождения 80%. Бэкстап в спину бьет с шансом 97% и с шансом 3% бьет в лицо. Механика уворотов очень хорошо работает на C1, и это не считая того, что в C1 баф агилити от ЕЕ на 3 уровне дает плюс 8 уворота вместо всем привычных плюс 4, а сонг воды на 58 уровне у СВС дает аж плюс 10. Такую точность может обеспечить только Хавк Эй и Тогл Акураси 24 уровня, который дает вместо плюс 3 аж плюс 10 точности, правда очень шустро выедает МП. Оно с Тоглом регенится в 0 на любом уровне, либо даже в минус, если стоять. Еще одним отличием от более высоких хроник является то, что Silent Move не имеет штрафа к скорости передвижения, и что Switch и Трик не работают на игроков. Также в C1 УЕ не дает резиста к кэнселу. Рассмотрим каждый класс поподробнее. ТХ. У данной профессии высокий потенциал за счет показателя кон, большого количества ХП и всех нужных пассивных умений. Имеет максимально возможную среди своих собратьев скорость атаки за счет 10% пассивки. Также отдельного внимания заслуживает скилл Dash 2 уровня, который позволяет быстро сократить дистанцию с целью. В ПВЕ у ТХ, так же как и у Хавка, есть полезный стул на реген сидя и релакс, который дает к регену плюс 9-11 бонусного ХП за тик. Без этих умений на 50 плюс регенится до 10 ХП за тик, а с ними более 25. Еще одним важным преимуществом ТХ является наличие Fake Death. На C1 он срабатывает со 100% шансом и отклеивает абсолютно всех мобов, и дополнительного проживания Silent Move не требуется. Из отсутствующих умений все тот же Vision Stains, который появится в C2. По итогу можно сказать, что ТХ является очень сбалансированным классом с хорошей выживаемостью и мобильностью в PvP, неплохим уроном и, возможно, самой высокой скоростью атаки в игре. Следующий класс — это ПВ. Пожалуй, самый непопулярный даггер, а виной всему наименьший урон умениями в сравнении с другими представителями данного архетипа. Однако и у него есть свои плюсы. Речь, конечно же, про скорость бега и уклонения. ПВ является очень мобильным классом, и это дает ему больше шансов добежать до противников в ПВП. Также у ПВ великолепное расовое замедление, которое с учетом высокой скорости бега дает хорошие преимущества. К тому же у него самый высокий шанс крита и прохождения обилок. Есть неплохие селфы, повышающие потенциал в соло прокачке. Кроме бафов на физатаку и защиту, ПВ имеет еще и спирит барьер и спринт, что заметно повышает его потенциал при игре на селфах. Также благодаря расовым скиллам может снимать кровотечение, яд и хилиться в нужный момент. В связке с высоким шансом крита все это позволяет ПВ довольно комфортно чувствовать себя на каче в соло, несмотря на наименьший по сравнению с другими ножами урон. Так же как и ТХ, ПВ имеет Fake Death со 100% шансом срабатывания и сможет отлично скидывать парики, ведь отсутствие Silent Move в C1 не критично, поскольку мобы и так отстают. Но вот пробежать через толпу агров у него в C1 не получится. Но не беспокойтесь, Silent Move у ПВ появится на C3 вместе с ослепляющим ударом. А на C2 появится Vision Stains и сон Хамелеона. В целом, класс, хотя и не популярный, но обладает своими фишками и стилистикой игры, поэтому своих фанатов точно найдет. Странник бездны.
На мой взгляд, самый интересный из всех ножей и уж точно самый раскрученный, благодаря популярным мувимейкерам разных лет. Хотя и уступает по многим показателям ТХ, геймплей за него будет гораздо более интересным за счет наличия дебафов, благодаря которым АВ также будет и более полезным в рандом группах. Он имеет в своем арсенале не только сильные по урону обилки, но и дебафы Poison, Hex, Power Break и Freezing Strike, который кидается на нефлагнутого противника. Также у АВ очень сильные ПВЕ, даже с условием, что у него слабый шанс крита. Кроме Хекса, у него есть отличная связка Стинг плюс Яд плюс Проклятая Дага, поскольку Стинг и Дага стакаются. А вот Блид у ТХ и ПВ не стакаются с Дагой. Как и ТХ, АВ имеет Silent Move, который в C1 не дает штрафа к скорости передвижения, но отсутствие Fake Death не позволит ему скидывать парики на других. Из отсутствующих умений на C1 все тот же Vision Stains и Ослепляющий Удар. На фуллбафе АВ на C1 будет очень сильно отставать от других даггеров по шансу крита, от которого зависит шанс прохождения обил. Причиной тому является другая механика работы Song of Hunter в C1. Тут он перемножает текущий шанс крита на 2, поэтому по сравнению с другими даггерами АВ просто безбожно отстает по прохождению обил. Шанс крита под третьим фокусом плюс Song of Hunter у АВ с ножом 355, у ТХ 480, у ПВ 502. Также у АВ неприлично низкий кон, а следовательно уязвимость к стану. И нет такой скорости бега, как у ПВ, и нет даша, как у ТХ, что сильно снижает шансы на сокращение дистанции или отступление. Однако в ПВЕ и ПВП на селфах АВ будет очень хорош. К тому же на C2 с появлением тату, уникального СА и умения Vision Stains все даггеры заиграют новыми красками. Если хотите услышать обзоры других классов, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также буду рад видеть вас в нашем телеграме. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих роликах.